самом сердце легендарного Бермудского треугольника таится загадка, которая вот уже не одно столетие будоражит умы исследователей. Речь идет о таинственном острове, который, как утверждают многочисленные свидетели, каждые 100 лет исчезает с карт и вновь появляется. Это явление было впервые зафиксировано в 18 веке, когда капитан торгового судна, проходивший через эти воды, сделал запись в своем журнале о неожиданном появлении острова на маршруте, которого ранее не существовало. С тех пор каждый век приносит новые свидетельства о загадочном острове. В XIX веке группа исследователей также неожиданно наткнулась на этот клочок суши. Их находка была тщательно задокументирована, и остров даже оказался на временных картах. Однако вскоре после этого он вновь исчез столь же внезапно, как и появился. Ту же судьбу остров постиг и в XX веке, когда несколько экспедиций отправились в эту часть Атлантического океана, надеясь изучить феномен. Каждая из них возвращалась с поразительными рассказами о найденных берегах, которые, казалось, противоречили всем законам природы. Но почему этот остров ведет себя так необъяснимо? Какие силы скрываются за его исчезновениями и возвращениями? Эти вопросы не дают покоя ни исследователям, ни простым обывателям. Ведь остров не только исчезает с карт, но и по свидетельствам как будто окутан мистическим ореолом. Некоторые утверждают, что он может быть связан с электромагнитными аномалиями, которые встречаются в этом районе. По мере того, как мы погружаемся глубже в эту загадку, становится понятно, что разгадка этого явления может лежать далеко за пределами нашего понимания привычных природных процессов. Те, кто рискнул побывать на таинственном острове, рассказывают о том, как их компасы сходили с ума, а радиооборудование теряло настройки. Все это лишь усиливает интерес к невероятной легенде и желание окончательно разгадать феномен, который заставляет мир затаить дыхание каждый раз, когда он вновь возникает на горизонте. Но загадочный остров в Бермудском треугольнике — это не только дело ученых и исследователей. Местные жители и моряки веками делились своими рассказами о странных событиях, связанных с этим клочком земли. Один из самых известных рассказов восходит к концу XIX века, когда рыбацкая лодка, отправившаяся в обычный промысловый рейс, оказалась в густом тумане. Внезапно она натолкнулась на берег острова, который, как позже говорили, просто не мог существовать в этом месте. Рыбаки утверждали, что видели странные светящиеся существа, похожие на мифических существ, проблескивающие в тумане. Эти рассказы долгое время передавались из уст в уста, становясь частью местного фольклора. Другой захватывающий случай произошел в начале 20 века, когда группа молодых исследователей отправилась в плавание, надеясь разгадать тайну исчезающего острова. Вернувшись, они рассказывали о мистических звуках, которые, казалось, исходили из глубин островных лесов. Позже один из участников вспомнил, как они наткнулись на древние каменные структуры, напоминающие руины давно исчезнувшей цивилизации. Эти находки, конечно же, никогда не были официально подтверждены, но их рассказы стали новым звеном в цепи загадок, связанных с островом-призраком. На протяжении десятилетий моряки сообщали о странных светящихся огнях, которые они наблюдали в ночном небе над предполагаемым местонахождением острова. Некоторые даже утверждали, что видели, как остров буквально поднимается из моря, а затем вновь исчезает в пучине, будто по мановению невидимой руки. Эти рассказы стали причиной многочисленных экспедиций и исследований, но до сих пор не найдено ни одного точного доказательства существования этих явлений. Все эти легенды и рассказы вызывают массу вопросов и споров. Совпадение ли это, что столь многие люди описывают необычные явления в одном и том же месте? Или за этими историями кроется нечто большее, что пока не подвластно нашему пониманию? Каждый новый свидетель добавляет в эту тайну очередной фрагмент, создавая живую мозаику загадочного острова-призрака. И, возможно, впереди нас ждет еще больше удивительных открытий. Исследователи со всего мира стремятся раскрыть тайну исчезающего острова в Бермудском треугольнике, но научное сообщество пока не может предложить окончательного объяснения. Многие ученые начинают свои исследования с изучения электромагнитных аномалий, характерных для этого региона. Эти аномалии могут вызывать сбои в работе навигационного оборудования и искажение карт, что, возможно, создает иллюзию исчезновения. Однако такое объяснение не удовлетворяет всех, поскольку феномен повторяется с пугающей регулярностью. Другие специалисты рассматривают возможность влияния подводных геофизических процессов. Некоторые геологи предполагают, что остров может находиться на вершине подводного вулкана, который периодически активируется, заставляя остров подниматься и опускаться. Такой природный механизм объяснил бы периодичность появления и исчезновения острова. Также океанологи отмечают необычные течения в этом районе, которые могли бы влиять на видимость острова с поверхности, создавая иллюзию его перемещения. Тем временем биологи изучают экосистему острова, пытаясь выявить уникальные виды флоры и фауны, которые могли бы подсказать о его истинной природе.
Некоторые докладывают о находках растительности и животных, которые не встречаются больше нигде в мире, что только добавляет загадочности этому месту. Такое биологическое разнообразие может указывать на изоляцию острова на протяжении многих лет. Пока наука продолжает искать объяснения, остров в Бермудском треугольнике остается одной из самых больших загадок природы. Специалисты из разных областей объединяют усилия, чтобы собрать воедино все части этой головоломки. Ответы могут находиться в самых неожиданных местах, и только время покажет, какие еще удивительные открытия ждут человечество в этом таинственном уголке земного шара. На загадочном острове, который появляется и исчезает в самом сердце Бермудского треугольника, ученые столкнулись с невероятным разнообразием флоры и фауны. Каждое появление этого острова раскрывает перед исследователями новый мир, полный неожиданных открытий. Те, кто рискнул ступить на берег, свидетельствуют о встречах с уникальными видами, ранее не зарегистрированными в научных каталогах. Некоторые растения обладают необыкновенной стойкостью к суровым погодным условиям и высоким уровнем солености, что делает их значимыми для ботаников. Исследователи нашли растительные виды с яркими цветами и плотными листьями, которые, по мнению специалистов, могут обладать уникальными лечебными свойствами. Но, пожалуй, самой поразительной находкой стали животные, обитающие на острове. Здесь можно встретить редкие виды птиц, которые, как считалось, давно исчезли. Орнитологи были ошеломлены, обнаружив здесь птиц с феноменальными способностями к миграции и навигации, что противоречит общепринятым научным знаниям. Другие обитатели острова вызывают не меньше интереса. Существует легенда о странных светящихся существах, которые появляются только в ночное время, пленяя мореплавателей своим мистическим светом. Удивительно, но такие рассказы имеют некоторую научную подоплеку. Биолюминесцентные организмы, которые могут действительно обитать в этих водах. Они излучают яркий свет, делая их легко заметными в темноте. Хотя эти существа не всегда появляются, те, кто их видел, были впечатлены их таинственной природой и красотой. Поскольку остров остается недоступным большую часть времени, изучение его экосистемы представляет значительные трудности. Однако ученые полны решимости разгадать все тайны этого уникального уголка природы, ведь каждая находка может оказаться ключом к пониманию не только острова, но и процесса его странных исчезновений и появлений. Одна из самых интригующих тем, окружающих загадочный остров, это его геофизическая природа. Может ли быть, что вместо мифического объяснения существует более приземленное? Одной из первых теорий, которые приходят на ум ученым, является возможность подводной тектонической активности. Остров может находиться на грани тектонических плит, и их движение вызывает его подъем и падение. Подобные явления наблюдались и в других уголках планеты, где острова и рифы появляются и исчезают вслед за тектоническими сдвигами. Магнитные аномалии, характерные для региона Бермудского треугольника, также не могут быть проигнорированы. Некоторые исследователи полагают, что сильные магнитные поля могут искажать навигационные приборы и, возможно, даже влиять на саму структуру острова. Эти аномалии могли бы объяснить странные сбои в работе приборов, когда исследователи приближаются к загадочному острову-призраку. Кроме того, океанологи отмечают влияние океанских течений, которые могут быть необыкновенно мощными в этом регионе. Эти могучие потоки воды способны переносить песок и другие отложения, формируя временные острова, которые затем исчезают. Возможно, загадочный остров всего лишь жертва таких динамических изменений морского дна и течений, которые формируют его, а затем стирают с лица Земли. Несмотря на все усилия ученых, точное объяснение пока не найдено, и потому остров остается одной из величайших геофизических тайн. Когда речь заходит о подводных тайнах Бермудского треугольника, сразу возникают ассоциации с бесчисленными легендами о потерянных кораблях и самолетах. Однако, кроме этих известных историй, морские глубины скрывают намного больше тайн, одна из которых — исчезающий и появляющийся остров. Многие считают, что ответы кроются именно под водой в этом загадочном уголке Атлантики. В исследовательских кругах давно ведутся разговоры о необычных подводных структурах, обнаруженных в этом регионе. Некоторые из них напоминают древние сооружения, что заставляет ученых задумываться о возможности существования на этом месте давно утонувшей цивилизации. По словам дайверов, такие структуры могли быть частью береговой линии или даже зданиями, если предположить, что уровень океана когда-то был ниже. Их точное происхождение остается под вопросом, но их присутствие неизменно вызывает интерес и споры. Глубже в океане также есть свидетельства активной вулканической деятельности под водой. Горячие источники, извергающие раскаленную воду и газы, могут играть роль в формировании временных островов. Эти природные процессы могли не только создавать острова, но и разрушать их, стирая с лица воды. Кроме того, вулканическая активность может объяснять внезапные изменения в уровнях моря, которые усиливают исчезновение острова.
Все эти подводные феномены вместе создают условия для одного из самых загадочных природных явлений на планете. Неожиданное испарение острова в Бермудском треугольнике приводит к удивительным последствиям для окружающей среды. Исследователи давно задумываются о том, как такие исчезновения могут влиять на морскую флору и фауну, а также на саму экосистему региона. Одним из наиболее заметных эффектов является нарушение миграционных путей местных морских существ. Когда остров появляется, он становится своеобразным магнитом для различных видов птиц и рыб, которые вдруг находят здесь себе новое место обитания. Однако, когда остров исчезает, эти виды вынуждены приспосабливаться к новым условиям или покидать регион. Еще одним важным аспектом является влияние исчезающего острова на морское течение. Известно, что любой объект, внезапно появляющийся или исчезающий из океана, может вызвать изменения в местных течениях. Эти изменения, в свою очередь, влияют на распределение питательных веществ в воде, что может кардинально изменить экосистему. Ученые отмечают, что такие колебания могут приводить к временному увеличению или уменьшению численности определенных видов, поскольку экосистема пытается приспособиться к новым условиям. Наблюдения также показывают, что появление острова может временно изменить уровень солености воды вокруг него. Это связано с изменением испарения и циркуляции воды, что приводит к дополнительным экологическим последствиям. Для некоторых организмов такие изменения могут быть губительными, в то время как другие способны адаптироваться и даже пожинать выгоду от новых условий. Кроме того, появление и исчезновение острова добавляют загадочности в образ Бермудского треугольника как место, где природа, кажется, играет по своим собственным правилам. Это явление привлекает внимание не только ученых, но и широкой общественности, стремящейся понять, что скрывается за этой мистической гранью. Возможно, что разгадка этой тайны будет связана с изучением влияния острова на окружающую среду, и только дальнейшие исследования помогут пролить свет на это загадочное явление. На загадочном острове, который то появляется, то исчезает в районе Бермудского треугольника, были найдены таинственные артефакты, привлекающие внимание ученых и археологов. В каждой новой экспедиции исследователи возвращаются с поразительными находками, которые предположительно могут принадлежать давно утерянным цивилизациям. Несколько лет назад группа исследователей наткнулась на коллекцию древних инструментов и украшений, захороненных в землях острова. Эти находки подтверждают теорию о том, что остров мог быть заселен ранее и, возможно, даже служил важной точкой для проходящих мимо мореплавателей. Среди артефактов были обнаружены керамические изделия с неизвестными узорами и символами, которые не соответствуют ни одной из известных культур. Археологи полагают, что это может быть свидетельством существования независимой цивилизации или же контактов между потерянными культурами. Интересно, что некоторые из найденных артефактов, такие как медные украшения и инструменты, указывают на высокий уровень технологического развития, что шокировало ученых. Кроме того, на острове были найдены каменные структуры, которые могут быть частями древних зданий или храмов. Эти руины вызвали бурные дискуссии среди историков о возможном предназначении и происхождении этих построек. Некоторые считают, что каменные структуры могли служить маяками или даже местами проведения ритуалов, связанных с морскими путешествиями и навигацией. Также были найдены остатки кораблей, которые могут свидетельствовать о многочисленных морских экспедициях, потерпевших крушение. Возможно, этот остров когда-то был частью крупной торговой сети, соединяющей различные части мира. Эти находки не только удовлетворяют научное любопытство, но и создают новые вопросы о том, кем были эти люди, как они жили и что случилось с их цивилизацией. История Бермудского треугольника обширна и полна трагедий, включая множество исчезновений кораблей и самолетов, которые до сих пор остаются загадками. В начале 19 века бесследно исчезает торговое судно «Джеймс Честер», чей маршрут пролегал через эту зону. Капитан и экипаж не оставили после себя ни единого следа, кроме обрывочных сообщений о странных атмосферных явлениях, которые они заметили до потери связи. А в 20 веке более значительным стало исчезновение эскадрильи американских самолетов Flight 19, которые отправились на учебный полет и пропали без вести. Расследование показало лишь, что пилоты отмечали сбои в работе навигационных приборов и необычные изменения в магнитных полях. Однако не только исторические события вызывают интерес к этому феномену. В последние десятилетия также фиксировались таинственные исчезновения. В 70-х годах 20 века сухогруз Circus Star исчезает в районе треугольника без следа. Его маршрут был стандартным, но связь прервалась, когда судно вошло в зону, где по сообщениям наблюдались необычные погодные условия. Позднее было найдено лишь несколько фрагментов его обшивки, которые не смогли пролить свет на причину столь катастрофического события. Такие инциденты всегда сопровождаются историями о странных световых проявлениях и аномальных атмосферных условиях, которые путают приборы и дезориентируют экипажи.
Пока загадочный остров продолжает привлекать внимание тысяч ученых и исследователей, будущее этой тайны вызывает не меньше вопросов, чем ее прошлое. Ведущие морские биологи, геофизики и климатологи объединяют усилия, чтобы разгадать загадку исчезающего острова. В планах проведение масштабных экспедиций с использованием новейших технологий, таких как глубоководные дроны и подводные сканеры, которые могут обнаружить изменения на дне океана и дать больше информации о возможных тектонических сдвигах или подводных вулканах, создающих этот феномен. Специалисты планируют развернуть долгосрочный мониторинг региона с помощью спутников, чтобы фиксировать момент появления и исчезновения острова. Это поможет ученым собрать больше данных о циклах этого явления и определить возможные закономерности. Также предполагается установка подводных сенсоров для непрерывного отслеживания изменений магнитного поля и других физических характеристик, которые могут пролить свет на причины исчезновения острова. Другие исследования будут сосредоточены на изучении экосистемы острова. Для биологов это уникальная возможность изучить виды, которые появляются только на этом клочке Земли. Эксперты намерены собрать образцы флоры и фауны, чтобы изучить их генетические особенности и адаптацию к исчезновению и появлению острова. Кроме того, ученые надеются провести более глубокий анализ найденных артефактов, чтобы соотнести их с другими известными культурами и, возможно, раскрыть исторические связи исчезающего острова с окружающим миром. Технологии трехмерного сканирования и моделирования могут позволить создать виртуальную реконструкцию острова, чтобы лучше понять его географические и культурные особенности. Все эти планы открывают перед научным сообществом перспективы новых открытий, которые могут изменить наше понимание не только об острове, но и о процессе формирования и исчезновения суши в океанических условиях. Впереди годы исследований, которые, вероятно, приведут к множеству впечатляющих находок и, возможно, наконец разгадают одну из самых увлекательных тайн природы.